Всем привет! У нас расклад на ближайшие несколько дней. Давайте посмотрим, что у вас произойдет в ближайшие дни. Ну, интервал большой не берите, где-то в районе от 1 до 5 дней. У нас будет 4 варианта. Первый зеленый, второй желтый, третий красный камушек и возьмем серенький. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант, что вас ожидает в ближайшие несколько дней. Сейчас я сделаю скорость побольше, пока приготовлю расклад, а вы не спешите, выбирайте. Хорошо, я надеюсь, вы определились. Если нет, то поставьте видео на паузу. Лендорман я буду доставать для всех отдельно. Давайте начнем мы с первого варианта. Для тех, кто выбрал зеленый камушек, посмотрим, что у вас произойдет в ближайшие несколько дней. У кого-то здесь вопрос выздоровления. Так, а я вижу, вам не видно совсем. Так, сейчас минуточку я подвину. Если у кого-то был процесс долгого восстановления после болезни, может быть, какая-то была операция, то здесь при помощи врача, да, идет выздоровление. Это могут быть ограничения в передвижении, например. Может быть, это скованность движений, не знаю, переломы, вывихи, ушибы, воспаление суставов. У кого-то, может быть, зуб болел. Но нет, здесь больше вот что-то вас сдерживало. Давайте мы уточним на Ленорман, что нам скажет. Также здесь могут решаться какие-то юридические вопросы, которые вы очень долго ждали. Так, я не знаю, как мне делать, чтобы вы меня видели, потому что... Да, наверное, вот так. Может быть, решение каких-то юридических вопросов при помощи специалиста. Это может быть адвокат, нотариус, судья, который решит ваш вопрос. Так, давайте мы уточним Ленорман. Первый вариант. Для тех, кто выбрал, может быть, умеренность говорит о долгом процессе ожидания и невозможности действовать. Так, первый вариант. Что вас ждет в ближайшие несколько дней? Как я не приноровлюсь. Да, здесь на дне еще карта дома. Если у вас было какое-то ожидание, не знаю, может быть, судебных процессов, может быть, ввод наследства, дележка, раздел имущества, то здесь вопрос решится. То есть вот ключ и рыбы. То есть мы получаем то, на что мы рассчитывали. Да, метла может говорить о том, что какой-то конфликтный период был. С кем-то вы не смогли, может быть, договориться. Или повторяющиеся действия. Все вот это крутилось, крутилось вокруг. Но тут что-то связано с недвижимостью. Покупка, продажа. Ключ от дома, да. Может быть, король мечей — это человек, который окажет вам помощь. Но еще это может быть человек, который обладает властью, полномочиями. Может быть, вы долго ждали решения какого-то вопроса. Да, здесь смотрите, или вы сами можете принять какое-то важное судьбоносное решение и освободиться из каких-то ограничений. Может быть, это касается отношений, финансов, работы. Или это человек, который вам поможет. Но здесь что-то связано вот или с недвижимостью, покупка, продажа, ребенок. Кто-то, может быть, не мог забеременеть. Вот вам нужно врача искать. Да. Здесь вот почему я говорю, какие-то метла, это может быть хождение по кругу вокруг одних и тех же проблем. Рыбы могут говорить и о зачатии, но через хирурга. Может быть, это ЭКО. Может быть, просто нужно какую-то операцию сделать. Поэтому вот ищите специалиста, или, может быть, у вас уже такой есть.
Да. Вот такой у нас получился первый вариант. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. У нас для тех, кто выбрал желтый камушек, давайте посмотрим, что вас ожидает в ближайшие несколько дней. Так, ну здесь пара. Королева кубков и король жезлов. Как бы вы смотрите друг на друга. Но у женщины за спиной семерка мечей. Это карта с подвохом. Сейчас мы давайте посмотрим Ленорман, что нам скажет для второго варианта. Похоже на первый вариант, да. Так, мне здесь надо уточнить. Здесь за спиной женщины семерка. Это или женщина ведет себя нечестно. Все-таки здесь змея легла и метла. Здесь метла-то может быть и конфликты, ссоры из-за денег. Или это секс. Но может быть здесь обман, да? Кто-то может быть не свободен, вы или ваш партнер, партнерша. Как бы смотрите вы друг на друга. Думаю, я хочу на вас положить карту. Да, одиночество вдвоем. Да, смотрите, вот кто выбрал вторую позицию, будьте аккуратней. Здесь может быть какой-то подвох, связанный с деньгами. В какой позиции вы, королева кубков, вы или королева кубков, да, женщина интуитивная, но она очень доверчивая. Здесь или идет обман в отношениях, то есть, может быть, мужчина обещает развестись, жениться на вас, но по семерке это обман. Десятка может говорить о том, что вы чувствуете себя оставленным в одиночестве со всеми своими проблемами. Ну, как я сказала, это одиночество вдвоем. Как бы и отношения есть, и в то же время, скорее всего, человек не свободен. Еще здесь может быть десятка, нужно завершить какое-то дело. Может быть, закончить ремонт, достроить дом, не знаю, закрыть какие-то старые долги. Или человек у вас взял долг и тянет. Здесь долг вы не получите, возврата не будет. Если вам кто-то пообещает дать в долг, здесь может быть какой-то подвох. Например, вам дадут ссуду, но под какие-то ужасные проценты. Если это связано бизнес-партнерство, то смотрите, семерка мечей предупреждает, кто-то один из вас нечестен. Все-таки здесь легла змея, которая не дает доступа к деньгам. Здесь карта может говорить о подлости от какого-то хорошо знакомого человека. Это может быть и родственник, это может быть и любимый человек. Это может быть связано с наследством, вообще финансы, с прибылью, с получением каких-то, может быть, денег. Для кого-то очень опасное знакомство по семерке, который может завести вас в какую-то сложную ситуацию. Но в любом случае здесь будьте аккуратнее. Для кого-то вот эти вообще две карты могут говорить просто банально о грабеже, мошенничестве. Но так как вы смотрите друг на друга, если меня мужчина смотрит, от какой-то женщины, от которой вы даже не могли подумать. Также женщина, да, если меня смотрит, вот кому-то вы доверяете по королеве, может быть, хорошо относитесь. Но вот здесь карты вас предупредили. Да, доверять сейчас не нужно никому вот эти несколько дней. Иначе вы можете попасть в какую-то сложную ситуацию. Да. Так, у нас второй вариант. Ну, карта Таро для того и существует, чтобы нас предупреждать. Поэтому будьте аккуратны. Благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. У нас третий вариант для тех, кто выбрал красный камень. Давайте посмотрим, что у вас в ближайшие несколько дней.
Давайте еще на Ленорман уточним. Так вот, королева жезлов может показывать, что у вас сейчас масса планов, и энергия вас переполняет. Но вот эти две карты говорят, что что-то вы не сможете реализовать. Так, может касаться и ваших личных дел, и отношений, и работы. Здесь у кого-то может быть что-то связано со здоровьем. Может быть, вот по этим картам, не знаю, может быть, кто-то из женщин, например, по королеве жезлов, поправился. Набрали лишний вес. Из-за этого будете очень сильно переживать, себя корить. Да, это знаете, когда вот девятка, садимся на диету, худеем, потом срываемся, или диета заканчивается, и мы набираем еще больше. Вот Луна говорит, что как-то у вас будут резкие смены настроения. То есть то нам нужно на кого-то нападать, защищаться, то наоборот, вот какая-то апатия, остановка. Может быть, конечно, это происходит из-за каких-то сложностей в отношениях. Это может быть медведь, начальник, это может быть ваш родитель или любимый человек. Также может быть что-то связано с деторождением. Может быть, не получается вот забеременеть. Или какая-то путаница. Так, четверка вообще это изоляция, это не движение. Луна это может быть какой-то творческий проект или бизнес-проект. Но по тучам что-то не происходит, что-то мешает. Но мы смотрим несколько дней, и тучи это природное явление. Как правило, они быстро рассеиваются. Может быть, здесь, конечно, еще вам кто-то окажет медвежью услугу, то есть дадут какой-то совет, но вот лучше вот сейчас не пользоваться ничьим советом, слушать свою интуицию, потому что это будет вот медвежья услуга, да. Тут вам что-то посоветуют, а это будет еще хуже. А для кого-то здесь, вот в свете того, что происходит, может быть, на работе вас заставляют привиться. Все ваше существо против этого сопротивляется. Начальник пришел и сказал, вот все должны вакцинироваться. Если нет, то увольняйтесь. Да, вот четверка говорит, во-первых, вам нужно обдумать, если есть возможность, не знаю, возьмите больничный, уйдите в отпуск. Ну, как-то постарайтесь избежать этой ситуации. Ну, а если ваши проекты какие-то зависли, заказы, проекты, то здесь карта говорит, что просто возьмите паузу, да, восполните силы и продумайте, как вам, может быть, в обход какого-то человека этот вопрос разрешить. Или наоборот, по Медведеву, может быть, кто-то окажет вам помощь. Да, и по девятке проявляйте внимательность и осторожность. Ну и не повторяйте старых ошибок, потому что если это связано с прибавкой в весе, медведь иногда говорит, поправляемся мы, то в четверке подумайте, что вам предпринять, чтобы стабилизировать свой вес. Да, вот так у нас получился третий. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. У нас четвертый вариант для тех, кто выбрал серый камушек. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в ближайшие несколько дней. Ух ты, ничего себе у вас. Так, давайте сразу уточним, да ли нормально. Четвертый вариант для тех, кто выбрал серый камушек. Так, что нам скажет Ленорман? Да уж, Ленорман нам тут. Так, вы знаете, вот вам я хочу уточнить вот эти два старших аркана. Здесь может быть манипуляции со стороны какого-то человека. Это может касаться отношений, но Ленорман не очень хорошие карты. Здесь какие-то одни сплошные стрессы, обвинения.
подозрение, то ли за вами кто-то следит, то ли вот что-то вас очень сильно будет волновать, какие-то манипуляции, которые ведут к разрушению. На дне 6 мечей. Король кубков могут показывать человека, близкого для вас, но здесь идут со стороны этого человека какое-то управление вами. Может быть, ревность какая-то вообще бешеная. Или карта показывает, что вы будете очень сильно эмоционировать. Управление. Вот второй уже расклад, по-моему. Здесь это может касаться, например, того, что происходит сейчас, когда всех заставляют делать вакцину против вашего желания. Вот эти несколько дней, я говорю, вот манипуляции, которые ведут к разрушению. Давайте я вот здесь одну карту уточню. Что у нас девятка пентаклей? Это финансовое благополучие. Это любимая работа, которая приносит и удовольствие, и хороший достаток. Да, здесь может быть все-таки связано с работой. То есть здесь очень много беспокойств, какие-то споры, конфликты, ссоры. А у нас король кубков — это кто? Это медицина, да? Это врач, это навязывание вот этой услуги. По башне здесь может быть даже потеря работы из-за этого. Принуждение сделать вот этот укол, который приведет к тому, что вы потеряете хорошую работу. Или, может быть, это не только работа, а хорошая прибыль. У кого-то здесь могут быть ссоры по поводу получения прибыли. Может быть, это наследство. Помогут, может быть, кто-то обладает большей информацией, например, чем вы. То есть это вот ссоры с кем-то. Здесь может быть клевета, использование там, не знаю, своего положения или приоритетов каких-то. Еще, если это, например, вы чем-то занимаетесь, это может быть кто-то перехватит какой-то очень выгодный заказ или проект. То есть башня и девятка пентаклей — это упущенная возможность, упущенная прибыль. Да, вот здесь будьте аккуратней. Может быть, карта в совет вам говорит, что вам нужно быть магом. Здесь может быть упущенная должность, например. То карта говорит, будьте очень активны, договаривайтесь, разговаривайте, общайтесь. У вас есть шанс получить этот проект. Но все-таки, мне кажется, что-то здесь связано со здоровьем. Да, ну тут решать вам, конечно, но иногда припирают к стенке так. Так, давайте я вам совет посмотрю. Если это на работе обязывают сделать укол, то куда-то надо уехать, что ли, или куда-то уйти. Тут вот рыцарь и король. Совет, да. Может быть, отпуск возьмите или без оплаты. Когда вот этот прессинг закончится, или найдите врача, который выдаст вам липовую справку. Да, за деньги сейчас купить можно все. Но вообще совет — это карта или уходить с этой работы, или, может быть, вот куда-то, правда, реально отправиться, в поездку какую-то, пока все вот это уляжется. Так у нас получился 4-й вариант. Да, я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Если не трудно, хотя бы отпишитесь, с чем тут это связано. Да. Всего вам хорошего. До свидания.